Всем привет! В этом видео мы с вами разберем, как создать самостоятельно свою библиотеку материалов. Часто такое бывает, что мы с вами создаем свои какие-то материалы, либо мы берем какие-то материалы пипеткой из созданных, импортированных объектов в сцену, но, к сожалению, не можем сохранить эти материалы, и нам приходится постоянно каждый раз импортировать какие-то модельки в сцену, чтобы взять тот или иной необходимый материал. Чтобы этого избежать, чтобы очень удобно работалось, мы с вами создаем библиотеку материалов. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно нажать сюда, на Get Material. Я работаю в Compound Object, вы можете в Slate также попробовать метод один и тот же. Итак, и здесь мы сюда нажимаем New Material Library. Мне предлагается такое окно, которое позволяет мне выбрать тот путь, где у меня будет храниться моя библиотека материалов. Вы, конечно, можете сохранить туда, где у вас сохранены все ваши объекты, все ваши 3D проекты, но я сейчас сохраню именно на рабочий стол, потому что это нужно для урока, да, так скажем. Сохраняю на рабочий стол, Save, и у меня появилась моя библиотека материалов. Что мне нужно сделать? У меня есть какие-то материалы, которые я хочу сохранить. Я беру и просто методом такого перетаскивания беру и добавляю в свою библиотеку какие-то материалы, которые мне, допустим, нужны, которые я хочу сохранить. У меня сейчас все материалы более-менее нормально названы, но, тем не менее, хочу сказать, чтобы все ваши материалы для корректного отображения, для корректной работы были подписаны обязательно на латинице и были подписаны как-то удобно, чтобы вы потом ориентировались нормально, чтобы вы не терялись, поэтому давайте мы назовем, допустим, wood 1. И таким образом, чем больше у меня будет дерево добавляться, тем больше я их буду добавлять и по нумерации как-то разбавлять. Вот, таким образом у меня сохранены все мои объекты. Чтобы их сохранить, они еще просто добавлены, чтобы их сохранить, нажимаем сюда и нажимаем на Save. Все, сейчас сохранилась моя библиотека. И теперь, как только я закрою 3ds Max, библиотека должна открыться в новой сцене. Но что делать в том случае, если эта библиотека у меня не откроется? Мы немножко с вами подстрахуем себя, и поэтому мы заходим в Customize, Configure Project Path, сюда External Files и добавляем Add. Добавляем Add, переходим на рабочий стол, и нам нужно с вами, там, где наша библиотека сейчас сохранена, вот она, нам нужно создать какую-то папочку, допустим, это будут Maps, где у нас мы выбираем ее, нажимаем Use Path, нажимаем на ОК, нажимаем ОК еще раз, и там будут храниться все наши текстуры. Все, теперь мы закрываем нашу сцену, 3ds Max предложит нам сохранить проект, мы его обязательно сохраняем, потом открываем новую сцену, и в новой сцене должна появиться наша библиотека. Еще такой важный момент, что вы можете чуть-чуть поменять режим отображения, вы можете нажать на Display Material Library, и здесь вы можете выбрать Medium, Small, Large. То есть если я выбираю Large, я вижу, что все мои те материалы, которые я добавила, отображаются очень хорошо, отображаются таким крупным форматом. Это, конечно, для меня хорошо, но для 3ds Max это будет слишком по нагрузке тяжело, поэтому все-таки рекомендую, если у вас особенно большая сцена, этот момент сделать таким образом, чтобы у вас был, допустим, small, либо давайте мы еще medium сделаем, допустим, в medium, думаю, более удобно. И таким образом вы можете потом создавать, да, перетаскивать ваши созданные материалы на какие-то свободные слоты. Я надеюсь, что урок был для вас полезен, пользуйтесь, это правда классная штука, и от себя хочу тоже такой момент добавить, то что, конечно, классно, когда у вас есть библиотека материалов, но тем не менее всегда лучше создавать какие-то отдельные материалы под каждую сцену разные, да, добавлять и как-то их видоизменять. Это всегда будет полезнее, но тем не менее, если у вас какой-то очень быстрый проект, библиотека материалов всегда поможет вам. Очень надеюсь, что урок был для вас плодотворным и полезным.